Уверены ли вы в своих знаниях географии? Или каких-то фактов не хватает в вашей базе знаний? Предлагаю вам это проверить и ответить на 12 предложенных вопросов. Проведите это время с интересом и пользой. Если готовы, начнем. Где находится гора Денали? Африка, Азия, Северная Америка. Денали – двуглавая гора на юге центральной части Аляски, высочайшая гора Северной Америки. Находится в центре национального парка Денали. С 1896 года до 28 августа 2015 года называлась МакКинли в честь 25-го президента Соединенных Штатов Америки. В начале XIX века называлась Большая гора и была высочайшей точкой Российской империи. Высота 6190 метров. Какие моря соединяет Суэцкий канал? Красное и Средиземное. Средиземное и Аравийское. Эгейское и Средиземное. Суэцкий канал – это бесшлюзовый канал, соединяющий Средиземное и Красное море. Строительство этого канала существенно сократило торговые пути, теперь нет необходимости плавать вокруг всего африканского континента. Находится Суэцкий канал в Египте, именно здесь было кратчайшее расстояние между двумя морями. Габон – это гряда гор, город, страна. Габон входит в число самых благополучных государств Центральной Африки. Туристов в страну привлекает возможность посетить океанические пляжи, взглянуть на живописные водопады на реке Агави, ознакомиться с богатым животным миром. Последние 20 лет в Габоне активно развивается туристическая отрасль, идет строительство инфраструктуры. Особое внимание уделяется национальным паркам, сафари, турам для любителей океанской и речной рыбалки. Что означает географический термин бора? Сильный холодный ветер, дующий с хребтов. Небольшой ветер, меняющий свое направление. Завихрение воздуха над поверхностью воды. Бора – сильный и порывистый холодный ветер, направленный вниз по горному склону, дующий преимущественно в холодное время года и приносящий значительное похолодание. Наблюдается в местностях, где невысокий горный хребет граничит с теплым морем. В России особенно сильны боры Новороссийской и Геленджикской бухт, где имеют северо-восточное направление и дуют более 40 дней в году. В Европе наиболее известны боры Адриатического моря. Продолжительность боры – от суток до недели. Суточный перепад температур во время боры может достигать 40 градусов. В Антарктиде 0 постоянных жителей. Правда. Ложь. В Антарктиде нет постоянных жителей. Здесь расположены исследовательские станции и полевые лагеря, укомплектованные сезонным или круглогодичным персоналом, а также бывшие китобойные поселения. Примерно 12 стран, подписавших договор об Антарктике, направляют персонал для проведения сезонных, летних или круглогодичных исследований на континенте и в окружающих его водах. Численность людей, проводящих и поддерживающих научные исследования на континенте, колеблется примерно от 4000 летом до 1000 зимой. Сколько великих озер существует? 5, 3, 6. Великими озерами называется группа из 5 озер, расположенных на территории Канады и США и связанных между собой более чем 5000 впадающих в них рек и ручьев. 5 озер – это озеро Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и озеро Онтарио. Великие озера – это важнейший резервуар воды, ведь именно здесь сосредоточено больше всего пресной воды,
точнее 20% всей пресной воды мира. Что такое огненное кольцо? Это название цепи вулканов, окружающих Гавайские острова. Это прозвище Килауэа, самого активного вулкана на Земле. Территория в Тихом океане, где случаются почти все землетрясения и извержения вулканов на Земле. Огненное кольцо – это геологически активная кайма вокруг Тихого океана, где происходит огромное количество землетрясений и извержений. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. В Тихоокеанском огненном кольце произошли около 90% всех мировых землетрясений и 80% самых мощных из них. Следующая по мощности сейсмическая зона – это Средиземноморский складчатый пояс, а Срединно-Атлантический хребет – третья по мощности зона землетрясений. Как называется местность, являющаяся самым жарким местом на Земле? Далол, Динакил, Афар. Далол – это название спящего вулкана, а также расположенного рядом заброшенного селения в Эфиопии. Вулкан Далол и его окрестности известны как самое жаркое место на Земле, так как в период с 1960 по 1966 год здесь был установлен абсолютный рекорд среднегодовой температуры – плюс 34. Однако рекордная температура не единственная, чем знаменита местность Далол. Здешние пейзажи выглядят инопланетными за счет калийных солей, марганца, железа, которые вымываются на поверхность горячими источниками и окрашивают ее практически во все цвета радуги. Соли, оказываясь на поверхности, быстро кристаллизуются и застывают в причудливых формах. Иногда застывшие соляные столбы достигают 40 метров в высоту. Правда ли, что на Земле есть место, где камни сами передвигаются? Правда. Ложь. Движущиеся камни – геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рёйстрак-Плая в долине Смерти в США. Камни медленно двигаются по глинистому дну озера, о чем свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Камни передвигаются самостоятельно без помощи живых существ, однако до Рождества 2013 года никто никогда не видел и не фиксировал перемещение на камеру. Камни приходят в движение всего один раз за 2 или 3 года. Камни с ребристой нижней поверхностью оставляют более прямые следы, а камни, лежащие на плоской стороне, блуждают из стороны в сторону. Иногда камни переворачиваются, что отражается на размере их следа. Что такое бездна Чолленджера? Название канала, соединяющего Индию и остров Шри-Ланка. Самое глубокое место Марианской впадины. Кратер вулкана в Индонезии. Бездна Чолленджера – самая глубокая точка поверхности Земли. Расположена в западной части Тихого океана в Марианской впадине. По различным данным, ее максимальная глубина составляет от 10898 до 11034 метров ниже уровня моря. В 1951 году в Марианской впадине английским гидрографическим судном Челленджер-2 с помощью эхолота была зарегистрирована глубина 10 899 метров, 10 863 метра с помощью Лотлиня. Этому месту было дано имя бездна Чолленджера, также именуется как пятно Чолленджера. Правда ли, что самое сухое место на Земле находится в Антарктиде? Да. Нет. Сухие долины заледеневшей Антарктиды являются очень необычной частью материка. Они образовались благодаря расположению трансантарктического хребта, который заставляет воздух течь над ними вверх. Из-за этого они теряют влагу, а снег и дождь там не выпадают. Горы также препятствуют сходу льда вниз по долинам от восточно-антарктического ледяного щита. И, наконец,
Играют роль и сильные катаболические ветра, направленные вниз, дующие со скоростью до 320 км в час. Это один из самых экстремальных климатов на планете – холодная пустыня, где среднегодовая температура колеблется от минус 14 градусов до минус 30 градусов, в зависимости от места, при этом в ветреных местах теплее. Как называется группа известняковых скал в океане, расположенных близ побережья австралийского штата Виктория? 12 апостолов. Биг Сур. Этрета Клиффс. «12 апостолов Австралии» — это удивительной формы скалы, которые стоят на берегу Индийского океана, прямо в воде. Их расположение, а также причудливые формы, возникшие в результате работы природных сил, воды и ветров, привлекают сюда массу туристов. Скалы находятся на так называемой Великой океанской дороге протяженностью в 230 километров, которая специально была построена как для того, чтобы связать между собой удаленные поселения, так и облегчить путешественникам возможность увидеть памятники природы. Штат Виктория, в котором находятся эти скалы, богат различными интересными естественными достопримечательностями. Надеюсь, вы хорошо провели время и узнали для себя что-то новое. Пишите в комментариях, на сколько вопросов вы смогли ответить и какие у вас вызвали затруднения. До новых встреч!